Привет, друг, ты на канале KirTop. Сегодня я расскажу про 10 невероятных посадок самолетов, которые совершили за всю историю полетов смелые летчики. На основе некоторых случаев были даже сняты фильмы. До сих пор не могу понять, почему многие люди боятся летать на самолетах, ведь это намного безопаснее, чем ездить на машине. Любая поездка на авто несет большой шанс попасть в катастрофу. Кстати, досмотри видео до конца, там тебя ждет важная информация и интересный факт. Гонка со смертью, 1988 год. Ровно 31 декабря в новогоднюю ночь летчик с экипажем Ту-134 сильно торопился отметить праздник, поэтому стал приближаться к земле по крутой глиссаде, несмотря на предупреждение приборов о превышении скорости. Презрев инструкции, пилоты выпустили шасси на определенной скорости 460 км в час, а закрылки напротив не трогали. Известно, что в момент посадки скорость летательного аппарата была 425 км при допустимых 330. Длины взлетно-посадочной полосы было недостаточно для судна, поэтому он проследовал дальше, вопреки желанию экипажа затормозить. Остановился лайнер всего в 1,5 метрах от схода на грунт. Люди не пострадали, однако лихие летчики сполна ответили перед законом за нарушение инструкций. Пролетая над вулканом. 1982 год. В злосчастном полете двигатели лайнера начали светиться, а внутри салона растекалась дымка удушливого запаха серы. В тот день в Боинге 747 прибывало более 240 пассажиров, а также 15 членов экипажа, но никто не обнаружил, что самолет летел прямо над жерлом вулкана в окружении горячего пепла. Индонезийский Галенгут решил внезапно выбросить в воздух абразивные частицы пепла, которые тут же повредили обшивку лайнера и попали в двигательную систему. Огромное судно с выключенными двигателями планировало над водой в темное время суток, а по курсу возвышались горы побережья Явы. Пилотам пришлось оперативно выбирать, сажать лайнер в океан или с большим риском дотягивать до аэропорта через вершины гор. Но второй пилот и инженер смогли запустить 3 двигателя, которые, выплюнув Пемзу, довезли пассажиров до аэродрома. Таежное чудо, 2010 год. 8 лет назад самолет Ту-154Б совершил аварийную посадку в сибирской глуши. Спустя 3,5 часа после взлета внезапно пропало электропитание, что привело к отключению бортовых приборов и топливных насосов. Возможность управлять крыльями пропала. В фюзеляже хранился расходный бак с более чем 3 тоннами запаса керосина, но он израсходовался за 30 минут полета. Пилоты снизили судно на 3 километра, сверяясь по горизонтальности с уровнем воды в стакане. Скорость при совершаемой посадки на 100 км в час превышала допустимую, поэтому пилоты посадили лайнер в небольшом ельнике, который находился на 160 метров дальше заброшенной бетонной полосы. Удивительно, что жертв не было. Самолет отремонтировали в тайге самостоятельно, что позволило ему долететь в Самару для грамотного осмотра. Гудзонское чудо, 2009 год. Направляющий в Сиэтл аэробус А320 со 150 пассажирами уже через 1,5 минуты полета попал в стаю птиц, что привело к нарушению работы обоих двигателей. Лайнер уже почти набрал высоту в 1 километр, поэтому вернуться назад не мог. Первый пилот направил судно на реку Гудзон, известную своим прямым руслом. С трудом дотянув до водной поверхности, он выровнял самолет и плюхнулся в реку, глиссируя между льдинами. В результате аварийной посадки пострадало только 6 человек, 5 из которых были неправильно пристегнуты. Спасением жизни пассажира обязаны военному летчику Салленбергеру, который в свое время успешно управлял Фантомом. Ленинградский случай, 1963 год. В самолете, направлявшемся в Москву, после взлета стойка шасси убралась лишь на 50%. Таким образом, планировалась посадка на брюхо в ближайшем аэропорту Пулково. Самолет кружил над полосой, расходуя топливо на высоте полкилометра. Экипаж при этом пытался шестом разблокировать систему шасси. Внезапно отказал левый двигатель, и летчики бросились к штурвалам, определив курс на взлетно-посадочную полосу. Однако замер и другой двигатель, что привело к необходимости аварийно сажать самолет на воды Невы. Злосчастное судно, чуть не зацепив буксир, достаточно мягко опустилось на воду, поэтому никто не пострадал. Небесный кабриолет, 1988 год. Старый Боинг направлялся в Гонолулу, когда недостаточно задраенная дверь привела к разрушению элементов обшивки корпуса. На высоте 7300 метров и скорости 500 км в час произошла декомпрессия. Не по погоде одетые люди, 90 пассажиров, почувствовали сильнейший шквал ледяного минус 45 градусного ветра. За время снижения 65 из них получили обморожение и различные травмы. Пилоты посадили судно через 12 минут, отклонившись от графика
только всего на 1 минуту. К сожалению, во время повреждения фюзеляжа стюардессу выбросило за борт злосчастного судна. Неисправное шасси, 2016 год. 2 года назад самолет Фоккер-100 приземлился в Астане без передних шасси, сохранив жизни 121 человека. Неисправный механизм шасси привел к тому, что командир сажал лайнер в условиях, когда передняя стойка выглянула из люка лишь частично. После соприкосновения с землей судно клюнуло посадочную полосу носом, а потом еще несколько сотен метров со скрежетом тянулось по бетонной местности. Очевидцы наблюдали черный дым и искры, которые появились в результате сильнейшего трения. Слава богу, возгорания не произошло, да еще и корпус отделался минимальными повреждениями. Самолет без носа, 2017 год. Всего год назад самолет направлялся в Эрджан, когда непогода, град и сильный ветер снесли на высоте 1500 метров носовую часть вместе с лобовым стеклом кабины. Пилоты потеряли возможность смотреть вперед, а в аэропорту приготовились к очередной трагедии. Украинский летчик решил взять управление на себя, слегка накренив борт, что позволило через боковое стекло наблюдать взлетно-посадочную полосу. С помощью грамотных диспетчеров аэропорта самолет удачно приземлился, сохранив жизни 127 человек. Посадка самолета без командира, 1990 год. Самолет направлялся в Малагу, и уже через 13 минут полета выпало плохо смонтированное ветровое стекло. Шквал воздуха вынес командира и частично выбросил его через отверстие. Летчика же воздухом прижало к фюзеляжу с другой стороны кабины, да еще и ноги были заблокированы штурвалом и панелью. Обломки дверцы повредили радио и навигационную панель. Бортпроводник держал командира, чтобы тот не вылетел за борт. Второй пилот отправил сигнал бедствия и совершил экстренное снижение, сумев посадить судно в Саундгемптоне. Ранения получили только командир и храбрый бортпроводник. Удивительная посадка аэробуса в шторм, 2017 год. Не секрет, что в Дюссельдорфе нередко отмечаются шквальные ветры. Аэробус А380 в прошлом году вынужден был приземляться в таких условиях. Для уменьшения боковых шквалов пилоты совершали посадку под выбранным углом. В процессе выравнивания резкий порыв ветра начал качать судно по сторонам. Летчик с трудом справился с раскачиваемой машиной, выровняв ее при скорости ветра в 22 метра за секунду. Этими примерами мы убеждаемся, что есть в мире профессионалы, которые всей душой болеют за выбранное дело и несут ответственность за принятые решения. А вы когда-нибудь задумывались, как посадить самолет, если с пилотом что-то случилось? Я решил, что моим зрителям умение сажать самолет тоже не помешает. Поэтому слушай очень внимательно то, что я тебе сейчас расскажу. И помните, посадить самолет не так уж и сложно. Просто следуйте простым правилам и возьмите себя в руки. Паника – главный враг во всем. Войдя в кабину пилота, по возможности займите кресло, расположенное слева. Обычно это кресло капитана воздушного судна. И с этого места доступ к некоторым функциям, которые нам будут нужны для посадки самолета, гораздо удобнее. Итак, как только расположились в кресле капитана, сделайте глубокий вдох и посмотрите, не клюет ли самолет носом, не задран ли нос сильно вверх, не поворачивается ли воздушное судно и так далее. Если все в порядке, самолет летит прямо, тогда ничего не трогайте, включен автопилот. Если же есть явное отклонение, хватайтесь за штурвал, чтобы выровнять самолет. Но не надо никаких резких движений, все делайте плавно. Управление такое же, как на симуляторах в приставочных играх. Штурвал от себя, чтобы самолет опускался вниз, штурвал на себя, чтобы самолет набрал высоту, или лево-вправо, соответственно, для поворота левее или правее. Если вы летите в облаках и нет никакой возможности ориентироваться в пространстве, тогда используйте указатель пространственного положения или по-другому авиагоризонт. Этот прибор показывает положение самолета относительно земли и неба. Фигурка в центре в виде буквы W обозначает крылья самолета, коричневым цветом обозначают землю, а синим цветом обозначают небо. Так, если вы видите половину коричневого, половину синего, значит вы летите прямо, по линии горизонта. Если показания прибора другие, значит необходимо выровнять самолет с помощью штурвала. И старайтесь избегать башен торговых центров, они могут помешать удачному приземлению самолета. После того, как вы взяли самолет под свой контроль, следующим шагом, который надо сделать, это связаться с авиадиспетчерской службой. Большинство самолетов имеет кнопку переключения связи с диспетчерской прямо на штурвале, там где обычно располагается большой палец. Но загвоздка в том, что кнопка отключения автопилота находится там же, на штурвале. Более безопасная альтернатива – использовать переносное радио, которое располагается слева от сидения пилота, чуть ниже окна. Пользоваться им просто. Нажать кнопку, чтобы говорить, и отпустить, чтобы слушать. Нажмите кнопку и скажите SOS или Mayday. Назовите себя и объясните, что случилось. Не волнуйтесь о радиоэтикете. Все-таки на борту чрезвычайная ситуация. Если летите над иностранным государством, используйте английский язык. Все диспетчеры им владеют. Сообщите диспетчеру, что пилотом кирдык, и вы не знаете, как управлять самолетом.
Чтобы услышать ответ, не забудьте отжать кнопку. Если вдруг ответа на настроенной частоте нет, перенастройте приемник на частоту УКВ 121,5 МГц. Эта частота постоянно мониторится спасательными службами. По тем данным, которые вы им сообщите, они узнают модель самолета и точное расположение всех систем и рычагов, чтобы помочь вам посадить крылатую махину. Если вы точно будете следовать всем указаниям, посадка будет, конечно, не самой мягкой, но благополучной. Интересный факт. А вы знали, что еда в самолете кажется невкусной, при этом повар не виноват? Ученые из Корнельского университета выяснили, что сухой воздух влияет на вкусовые рецепторы. Сладкое становится не таким сладким, а вкус соленого усиливается. Поддержите видео своим жирным пальцем вверх и делитесь с ним со своими друзьями. Давайте вместе создадим самый познавательный и интересный канал. Спасибо за ваши просмотры. Всем пока.